Baldi's Basics in Education. Фу! Основы лысых в образовании и обучении — это 3D-хоррор от первого лица. В школе. Сама игра по жанру индюшатина, что косит под старые обучающие игры. Механика простая, бегаем да собираем предметы. Чем-то даже напоминает Слендермена. Могу похвалить графон в этой игре. Что-то между Соником Скулхаус и Третьим Кнеком. Одним словом... По сюжету мы приходим в школу друга, чтобы забрать его тетрадки. Почему же мы делаем это вместо него? Возможно, его смущает вот этот низкополигональный шарик из Финиса и Ферба, который является тут учителем математики. Привет. Не восхищайтесь особо вежливостью этого пожилого молодого человека, он еще покажет себя. Чтобы забрать тетрадки, Балда предлагает решить вам пару примеров. И если первые два, хоть и с большим трудом, но можно решить, то к третьему примеру дед окончательно офигевает и ставит нам невозможные задачи. На уровне 5 класса и выше. Иди ты нахуй своими буквами! Балдимир начинает тупо быковать из-за наших неправильных ответов, и вот уже эта сволочь медленными, но сука уверенными шагами двигается к нам, чтобы прописать конкретного ляпаса. Вообще странно он как-то двигается, отрывисто. Сначала я подумал, что это игра кривое говно, но нет, потом я понял. Балди считает шаги, чтоб получить Гиги. Получи гиги за шаги. Гиги. За шаги. Гиги. Вода сопровождает каждое мгновение нашей жизни. Человек состоит на 80% из воды. Но все чаще люди загружают себя делами и не успевают попить воды, тем самым приближая себя к смерти. Что же делать? Просто возьмите и наберите воды из-под крана. Вода из-под крана. Святая вода. А, да, точно, Балди. Вообще тупое какое-то имя для учителя, не авторитетное. Естественно, что от него ученики убегают. Надо что-то получше. Лысенко Балдерий Альбертович. Мафиозник. Тупо дракон. Да от такого даже Усейн Болт побоялся бы убегать, не то что ученик. Тем не менее, чем больше мы собираем тетрадок, тем Балдецкий становится быстрее. А ведь он не единственная проблема в этой школе. По пути нам встретятся Хабиб Нурмагомедов, Же есть, орла в клетке не удержать. тупая девка со скакалкой, Хулиганы. а также носок, швабра и... Сверчки? Магнитный конструктор. Напомните мне, почему эта игра до сих пор популярна. Собрав заключительную 7-ю тетрадку, балбес нас сначала поздравляет, а затем начинает на нас так орать, как будто глину неудачно выдавил. И теперь начинается самый настоящий ад. Все окружение станет красным, а двери выхода будут блокироваться. Вы будете умирать, умирать и умирать. И если вам все же удастся покинуть школу, вас поздравят вот этой картинкой. Справедливо. И канула бы игра в лету, как и большинство странных инди, если бы не тайны и мистика, витающие вокруг этого коричневого шедевра. Я начал изучать игру, дабы построить теорию, и я был просто шокирован. Столько зацепок и деталей, на которые другие теоретики просто не обращают внимания. Короче, морально приготовьтесь. Лучше сядьте, а то вы упадете, ибо моя теория вам просто взорвет мозг. Итак, давайте обсудим основные моменты игры. Балди легко разозлить, и такое ощущение, что он специально ждет повода, из-за которого можно начать преследовать ребенка. Он его преследует и далее совершает определенные действия с ребенком, после которого идет черный экран с каким-то предметом. И всего таких экранов 7. Прямо как 7 смертных грехов, скажут некоторые недалекие из вас, но все не так банально. Давайте рассмотрим все эти предметы, попутно переводя их на английский. Телескоп, какой-то механизм, футляр, спиннер, ножницы
И далее идут два предмета, которые трудно к чему-либо отнести. Это два обрезанных прямоугольника с числом 99. Один обычный, а второй красный. Красный цвет обычно используют, чтобы показать неудачу, то есть ложь. Следовательно, противоположный ему обычный предмет следует принимать за истину. Это отсылает нас к бинарному коду, на котором и кодируется вся информация в компьютерной технике. Итак, эти два предмета стоит рассматривать как true и false. Красный предмет можно опустить, так как он очень редкий и по сути является скримером. На первый взгляд у нас получается список из абсолютно бессвязных слов. Но если мы возьмем у каждого слова предпоследнюю букву, получится слово purple – фиолетовый. А теперь вспомните, какого же персонажа связывают убийство детей и фиолетовый цвет. Фиолетовый человек из ФНАФа. И тут мы сталкиваемся с тем фактом, что история Балди не ограничивается одной игрой. Это странно, но дальше будет еще страннее. Может ли Балди являться главным инженером Фредди Фазбер? Определенно да, ведь Балди отличный математик, а значит и неплохой программист. Возможно, именно в школе начиналась карьера Балди как инженера. Именно тут он сделал своего первого аниматроника, за которого он еще и получил, судя по всему, приз. First Prize. Но что же повлияло на психику Балди, что он стал похищать детей? Основополагающим фактором являются проблемы с семьей. Стоит взять на заметку, что все фразы First Prize Балди написал сам. Среди них I am looking for you. I have lost you. I don't like that. Если же перевернуть фразу «Я приближаюсь, готов ты или нет, я иду сюда», то можно услышать слова No, there. Из этих кусочков пазла можно предположить, что Балди имеет некоторые проблемы со своей бабушкой из-за потерянного брата. Настолько большие проблемы, что это полностью сломало его психику. Ничего не напоминает? Да, это Гренни. Начнем с того, что у обоих очень похожая форма головы, широко открытый рот и одинаковые проблемы с психикой. Ежедневные побеги от бабки воспитали в нем хладнокровие, острый слух и умение убивать. Но что же случилось с братом Балди? Для этого нам придется спуститься в потаенные дебри, в файлы игры. Покопавшись в коде, я обнаружил вот этот странный кусочек кода. Меня смутило в нем то, что он ни к чему не был привязан и никакую функцию не выполнял. Он был бесполезен. Но, как известно, ничего в этой игре не бесполезно. И, как говорил один великий человек, прогнав этот код через различные дешифраторы, я наконец нашел нужную шифровку. Base 64. И результат меня просто шокировал. Он был убит своими же творениями. Не стоило ему возвращаться на студию. Все мы знаем, что студия – организация, занимающаяся тем или иным видом искусств. Возможно, это киностудия, и он был убит своими киноперсонажами. Или же это анимационная студия, и он был убит мультперсонажами, которых он нарисовал. И, похоже, у нас есть третья игра, связанная с Балди. Bendy and the Ink Machine. Серьезно, сколько можно? Сколько нужно. Что же у нас выходит? Была небольшая семья в виде двух братьев и бабушки. Родителей у братьев, похоже, не было, и опекунство над ними взяла бабушка. Старший брат работал на мультстудии, и когда он вернулся, чернильные демоны убили его. Бабушка после этого обезумела и часто срывалась на Балди, постепенно ломая ему психику, настойчиво вдалбливая, что смерть брата произошла по его вине. Балди после этого сильно зациклился на математике и программировании, с одной лишь мыслью – вернуть убитого брата. И похоже, чтобы вернуть брата из мира мертвых, он решил вступить в сделку с самим дьяволом, и для этого приносил ему в жертву детей, создавая для этого различных аниматроников. Но остается одна недостающая деталь. Что же именно делал Балди с детьми? Каким образом он их приносил в жертву? И ответ кроется в саундтреке.
Послушайте музыку при решении задач. Ничего не напоминает? Шутка. Я взял музыку из начальной заставки и немного над ней поколдовал. Растянул, добавил дисторшн, дезеринг, панорамирование, надкрутил амплитудной модуляции, все через графический эквалайзер, ревербацию, хорус, сделал график вот в таком виде, шумоподавление, вибрато. И в итоге получилось это. Да, это грёбаная измененная мегалования на заставке. И теперь все стало на свои места. Балди, похищая детей, привозил их в лес, и там они якобы случайно падали в обрыв. И это именно те 6 душ, что попали в подземелье. Определенно это не помогло, и он продолжил свои грязные дела уже в пиццерии. Трудно поверить, что такая непримечательная с виду кривая игра связывает воедино другие известные инди-игры, образуя общую игровую вселенную. Эта игра наполнена настолько глубинным смыслом, что я рассказал лишь 100-ю часть всего того, что в ней есть. Именно эта игра навсегда останется в аналах истории, а не всякие расхайпленные Red Dead Redemption. В прошлом видео пасхалку нашел канал Андрей Кьюверти, а в этом видео будет сразу 3 пасхалки, 2 попроще, и если вы их найдете, попадете в следующее видео, а 3 секретная, и вот за нахождение ее вы получите 100 рублей. Да, это немного, но это честная работа. Прошу прощения за просто ненормальное отсутствие в 9 месяцев, это прям было дофига. Что я все это время делал? Разное. Прикол в том, что это видео должно было выйти еще летом, потом осенью, и вот только сейчас я наконец его доделал. Не знаю, насколько актуально выкладывать сейчас видосы по Балди, но удалять почти готовое видео я не стал. Надеюсь, что вы хотя бы порофлили с него и получили какое-то удовольствие. Большое спасибо хочу сказать Алексею Наддака, который подогнал такие классные арты для видоса. А также спасибо тем ребятам, которые пилили арты с моим персонажем в группу ВК. Пишите, как вам эта теория и какие еще игры связаны с Балди. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем пока, всего интересного.